Всем привет, вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья мои, 2 недели меня не было в эфире, видео я не выпускал, ездил с семьей к морю. Ничто человеческое мне не чуждо, отдыхать и блогерам надо. Дабы войти в рабочий режим, решил показать такое несложное, но при этом очень полезное видео. Вот это вот центровочное сверло, так называемая центровка, незаменимая вещь в токарном деле, при этом выходит из строя. Вот все когда-нибудь ломаются, и что с этой штукой теперь сделать? Сейчас я покажу. Токаря бывалые, я думаю, знают, но для начинающих токарей очень будет полезное видео. Как я уже сказал, ездил к морю, загорел, отдохнул, слегка приболел, по голосу слышно. Что же случилось за время моего отсутствия? Наконец-то, друзья, наконец-то пришла мне моя кнопочка. Не моя, а ваша в большей степени, потому что если бы вы на меня не подписывались на мой канал, у меня бы этой кнопочки не было. Так что маленькая частичка вот этой кнопки, это принадлежит каждому из подписчиков. Друзья мои, представляете себе такую картину. На канале 99 999 подписчиков. Ты сидишь, смотришь, ждешь, раз, 100 тысяч переваливает, сразу стук в дверь. Открываешь мы с Ютуба, вот ваша кнопка. А нет, не все так просто, друзья мои. Оказывается, надо давать заявку. Потом ждать, пока все это дело рассмотрится. То есть, не накрутил ли ты подписчиков, все ли дело нормально с просмотрами и так далее. Идет проверка канала, потом... Короче, что хочу сказать. Не только в России волокита и бюрократия, постоянно надо еще им напоминать. И вот с учетом того, с момента подачи заявки, не с момента набора 100 тысяч, а с момента подачи заявки и до получения кнопки прошло примерно 2,5 месяца. Еще 35 тысяч подписчиков сверху успело подписаться. Так что, но при этом вот долгожданная кнопка. Спасибо, друзья. Спасибо. Так, ну что ж, приступим к творческой работе. Для того, чтобы сделать полезную вещь из этой штуки, можно просто ее заточить, использовать как керну. Вот она R6L5, можно видеть, это у нас быстрорез, соответственно. Еще плюс к нему берем оправку старого, не старого, поломанного резца, вот, отрезные чаще всего выходят из строя. И вот это все вместе у нас получится очень полезная вещь. Сейчас покажу. Сперва что я сделаю? Отрежу вот эту часть, засверлюсь под вот эту центровку диаметром 12 мм. Отсюда нарежу резьбу М8, чтобы можно было поджимать его. И потом уже заточу. С одной стороны сделаю подрезьбовой резец, а с другой стороны по типу отрезного. Сейчас все покажу.
Но вот благодаря нехитрым манипуляциям из поломанного резца получается вот такая вот такое вот приспособление для удержания вот этой поломанной центровки. Теперь осталось заточить центровку саму под резец и будем пробовать резать что-нибудь. Итак, что же получилось? Вот такая вот штуковина. Только вот по вот этим вот канавкам видно, что это была центровка. Вот еще кое-где просматриваются. Сделал я подрезьбовой резец и вот по типу отрезного. Но это скорее прорезной, чем отрезной. А обращаю внимание, что вот здесь я сделал вот такие грани. Грани напротив, вот эта грань напротив резьбового резца. Вот эта грань напротив, так сказать, отрезного. Это для того, чтобы можно было плотно прижимать, потому что в заднюю стенку он не упирается. А здесь мы зажали, и будет он держать. В грань упирается болт. На что способен данный резец? Сейчас покажу. Начну, наверное, с нарезания резьбы. Причем по стали. А потом постараюсь прорезать вот этот пятачок насквозь. И что еще? Ну, и вот здесь, наверное, попытаюсь канавку прострогать. Итак, какие же задачи получилось выполнить? Нарезал резьбу М20 шаг 1,5. Потом прорезал вот такую вот, из пятака сделал шайбу. Вот как раз таки бывает, что неудобно вот такие тонкие, их чем не сверлить их, вот только резцом и прорезать. Сверлить их неудобно, растачивать, но это... А резцом прорезал, и все красиво. И потом... Вот прострогал я вот такой паз, что не угадал я, выше не поднимается, просто в резцедержку уже не наложишь подложек. Чисто показать, как получилось. Но идея была неудачная, потому что продольной подачей вот это руками крутить, он постоянно утыкается. Но вот сколько прострогал. Ну чисто, чтобы показать, что можно сделать. Вот пластмассу так хорошо какие-нибудь там пазы строгать, алюминий. А вот сталь, конечно, он утыкается. Тяжело. Когда ускоренная подача, замечательно, когда оно проскакивает, а у меня ускоренной нет, ну уж как есть. Но в основном такие центровки для пробивания шпан-пазов и токаря и перетачивают. Вот как-то так. Вот такая-то отвертки бывают, когда крестовая и плоская отвертка. Бывает, вытащил, раз, развернул, и у тебя раз крестовая отвертка или плоская. Вот здесь такой же трансформер получился. Ну что, друзья мои, кому понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк. Кто не подписан, подпишитесь. Всем творческих успехов, впереди еще много всего интересного. До новых встреч!